Приветствую вас на канале Молот Оружия. Сегодня я вам расскажу об одном очень интересном изделии, которое вызовет интерес не столько у охотников и спортсменов, сколько у коллекционеров и любителей оружия стиля милитари. Это 7,62 ручной пулемет Калашникова модернизированный или РПК-203, имеющий индекс по ГРАУ 6П8М. После внесения некоторых конструктивных изменений, о которых я расскажу чуть позже, необходимых для сертификации, получил индекс ВПО 137. Эта модель выпущена ограниченной серией, порядка 200 штук. Итак, давайте разберем, что же в нем не совсем обычного присутствует и выделяет его из всей номенклатуры выпускаемой продукции для гражданского рынка. Начнем с самого интересного, это ствол. Длина ствола 590 мм. Ствол оснащен складывающимися сошками и щелевым пламегасителем. Канал ствола имеет 4 правосторонних нареза с шагом 240 мм. Дульный срез оснащен левосторонней резьбой 14:1. Тяжелый ствол, предназначавшийся обеспечивать высокую огневую мощь и возможность длительной интенсивной стрельбы, имеет толщину хромового покрытия канала ствола 80 микрон, что уменьшало разгорание канала ствола при ведении автоматического огня. К примеру, толщина хромового покрытия канала ствола Вепрь 1В не более 40 микрон. Несмотря на то, что ударно-спусковой механизм имеет ось с рычагом автоспуска и постановку предохранителя в положение автоматического огня, ударно-спусковой механизм обеспечивает производство только одиночного выстрела, а ось с автоспуском исключает возможность спуска курка при незапертом канале ствола. Согласно криминалистическим требованиям МВД РФ к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, изготовленного под один тип патронов, таких как 7,62х39, ВПО 137 имеет характерные отличия по следам на гильзе и пуле. Конструктивные отличия внесены в зеркало затвора. Это углубление путем кернения, обеспечивающее устойчивую возможность дифференциации на следах гильз. Проще говоря, формирование следа на донце гильзы, а также кернением в канале ствола на расстоянии 2,7 мм от дульного среза, обеспечивающее следообразование на пуле. С левой стороны ствольной коробки имеется планка для установки кронштейна оптического прицела. Боковая планка установлена на 3 клепки, что позволяет смело использовать тяжелые прицельные приспособления. Приклад складывается в левую сторону, что уменьшает габариты при транспортировке. Также выделяется возвратный механизм, которым применена многожильная витая пружина, обладающая повышенной прочностью по сравнению с пружиной, изготовленной из цельной проволоки. Для надежной подачи патронов имеется сухарь, что позволяет использовать армейские магазины АК и РПК под патрон 7,62х39. Прицельная планка имеет механизм ввода боковых поправок и позволяет вести прицельную стрельбу на дистанции 1000 метров. Общая длина изделия 1045 мм. Длина со сложенным прикладом 845 мм, что по законодательству не запрещает вести стрельбу со сложенным прикладом. Масса с магазином 4 кг 700 грамм. Давайте отстреляем на кучность. По 10 выстрелам, дистанция 100 метров, патроны БПЗ, масса пули 8 грамм.
Очень неудобно. Итак, это наши результаты. Это первая серия. Это моя вообще первая серия в прямом смысле. До этого момента я с РПК наконечник ни разу не стрелял, тем более с этого изделия. Честно говоря, было очень неудобно, потому что я установил, ну, наверное, не совсем правильный кронштейн оптического прицела. Он получился очень близко, и как-то мне приходилось так съеживаться, голову подставлять. В общем, нужно, конечно, подбирать более тщательно кронштейн. Здесь все, ну, понятно, все тут подраскидало его. Но вот вторая серия уже, я чуть-чуть приноровился к эргономике РПК, вот, сильнее съежился. Вот, и в принципе серия я удивился. То есть очень неплохая, 2 отрыва из общей группы. Вот, 7 сантиметров, то есть это по 8 выстрелам, но вот здесь вот 2 отрыва. Могу сделать вывод, что если чуть-чуть пристреляться, побольше привыкнуть к этому изделию получше и подобрать правильный кронштейн оптического прицела, то результат можно очень сильно улучшить. То есть у него огромный потенциал. Вот лежа стрелять с сошек очень удобно. То есть мне хороший кронштейн с коллиматорным прицелом, и сошки прям вгрызаются в лед, я на них наваливаюсь. То есть в отличие от стрельбы сидя, это очень удобно. ВПО-137 выполнен на базе ручного пулемета Калашникова РПК-203 путем внесения минимальных конструктивных изменений согласно законодательству Российской Федерации, что позволило сохранить внешний вид РПК-203. Сложно, конечно, представить охотников в засидке с ручным пулеметом Калашникова, но, скажем прямо, ВПО-137 – это не охотничий карабин. Хоть он так и сертифицирован. Прежде всего, карабин представляет определенную коллекционную ценность. Как я уже сказал, ВПО-137 выпущен ограниченной серией, и, скорее всего, найти его в продаже будет сложно. Но вы всегда можете сделать заказ на желаемую модель в оружейном магазине вашего города. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под видео и на официальном форуме Молот Оружия. Мы постараемся на них ответить. С вами был канал Молот Оружия. До встречи! Слушай, не вообще не прям бомба. А это ты снимаешь, да? Я прокомментировал.